Привет, армия. Никакого сценария, никакой актерской игры, только настоящие Тэхён и Чингук, анализ Тикук. Словно милый призрак из прошлого, который отказывается быть забытым, старое видео Тэхёна и Чингука в самолете всплыло, но на этот раз это больше, чем просто ностальгия. Его возвращение подобно взрыву эмоций, который потрясает сердце тысяч поклонников по всему миру. Каждая секунда видео словно кричит «Смотрите». Это не просто два участника группы, это два сердца, связанные далеко за пределами сцены. Невозможно сосчитать, сколько раз этот клип всплывал в социальных сетях, но, как ни странно, его очарование не меркнет. Чем больше он появляется, тем сильнее его эмоциональный отклик. Момент был простым, таким простым. Тэхён нежно прислонился телом к плечу Чингука, и мир, казалось, остановился. Не было ни слов, ни формального фокуса камеры, всего лишь двое молодых людей, молча выражающих утешение, которое невозможно подделать. И в этом и заключается магия. Они не притворялись, не продавали фан-сервис, они были собой. Этот момент был честнее любого интервью или официального контента, который мы когда-либо видели. Их взгляд не был натянутым, прикосновение не было запланировано, это была близость, выросшая из бесчисленных моментов вместе. И те, кто смотрел с сердцем, знали, это не просто дружба. Цитата взята с аккаунта Даилы Фашионнис, но, по правде говоря, эти слова отражают чувства миллионов, ставших свидетелями этого момента. Даже Пикбой из Угар Скуат, Муджин, личный стилист Тэхёна и их стоматолог Смилят Сторлее все выразили свою поддержку. Даже те, кто знал их только в обществе, по гольфу, ужинам или просто по случайным встречам, говорили одно: Тэхён и Чингук были счастливы вместе. Как им было не быть счастливыми? Каждый взгляд, каждая легкая улыбка или каждый шаг их ног на сцене казались тайным языком, понятным только им двоим. И самое забавное, что они даже не пытались это скрыть. В этом не было необходимости, потому что настоящие отношения всегда умеют сиять, даже без софитов. Но они, казалось, не могли позволить своему счастью течь мирно, разразилась волна негативных комментариев. Как небольшой шторм, пытающийся потушить теплый костер, они нападали без всякой логики. Для них близость Тэхёна и Чингука была проблемой. Чингуку было комфортно с Тэхёном? Проблема. Тэхён казался нежным по отношению к Чингуку? Еще одна проблема. Эта естественная близость только разжигала их гнев. Они чувствовали необходимость продвинуть другую версию событий. Они называли это фан-сервисом, но было ли нежное прикосновение в самолете, без официальных камер, без зрителей, действительно фан-сервисом? Одна из самых громких волн исходила от поклонников Джикук. Казалось, они не могли принять, что отношения Чингука и Тэхёна были настоящими и полными любви. Они даже раскритиковали самого Чингука за то, что тот позволил Тэгуку быть слишком очевидным. Они говорили, что все это было игрой, сценарием, частью промоушена. Но если это так, почему Чингуку пришлось архивировать свой пост из-за слишком большого количества гневных комментариев? Когда Тэхён выложил видео, на котором он удобно прислонился к Чингуку, мир отреагировал улыбками. Но некоторые разозлились, как будто каждый признак их близости – это пуля в истории, которую они выстраивали. Но чем сильнее они пытаются это отрицать, тем громче кричит правда. Потому что любви не нужен микрофон, она говорит на языке, который можно только почувствовать, и те, кто открывает свои сердца, знают, что она настоящая. Тэхён во всем своем обаянии продолжает сиять. Его фотографии, будь то в Серлин или с улыбкой без макияжа, очаровывают мир. Но более того, он излучает искренность. Когда он смотрит в камеру, мы чувствуем, будто на нас смотрит человек с цельной душой. И каждый раз, когда мы видим его с Чингуком, все кажется завершенным, как будто два кусочка пазла наконец-то сложились. Но за всем этим скрывается горько-сладкое чувство, потому что эта индустрия, этот фандом, порой слишком суровы к любви, которую они не могут контролировать. Многие пытаются манипулировать общественным мнением, некоторые продвигают историю Чингука и Чимина, потому что так безопаснее для рынка. Но мы знаем, что компании не боги, они создают образы, а не реальность. А реальность, которую мы видим раз за разом, заключается в том, что Тэхён и Чингук заботятся друг о друге, даже молча. Между Тэхёном и Чингуком не просто взаимодействие, это связь.
И связи не могут контролироваться компаниями, они растут из долгих дней вместе, из смеха за кулисами, из молчаливых объятий посреди ночи, из боли разлуки и из облегчения воссоединения. Конечно, они не идеальны, они не всегда появляются вместе, они не всегда обнимаются или делят один и тот же кадр. Но в этом-то и есть вся прелесть, их любовь расцветает в маленькие моменты. В том, как Чингук смотрит на Тэхёна, когда говорит, в том, как Тэхён украдкой бросает взгляды, когда Чингук смеется. И хотя мир постоянно меняется, одно остается неизменным, они всегда возвращаются друг к другу. Будь то на концертах, в отпуске, или даже в такие простые моменты, как совместный ужин. Их мир слишком шумный, слишком требовательный, но они все равно находят способ быть друг с другом дома. Вот почему тот момент в самолете такой трогательный, потому что в мире, полном притворства, это редкий момент честности. Безмолвное заявление «мне комфортно с тобой», и для тех, кто понимает истинный смысл комфорта, этого более чем достаточно. Люди могут продолжать требовать доказательств, но тем, кто это видел, не нужны долгие объяснения. Настоящая любовь не нуждается в подтверждении. Она живет, она растет, она выживает, даже когда мир пытается ее уничтожить. И для тех из нас, кто любит их, наша задача не просить большего, а поддерживать их самым искренним образом, позволять им жить, любить и быть счастливыми так, как они сами хотят. В конце концов, мы знаем, что не все поймут, не все поверят. Но для тех, у кого открытое сердце, Тэкук не просто теория, он – чувство. А чувства не обманешь. Ни корпорациями, ни фан-сервисом, и уж точно не теми, кто боится иной любви. Итак, когда это видео всплывет и заставит мир остановиться, помните одно. Они не просто физически соприкасались друг с другом, они соприкасались душами. И это самая настоящая любовь, та, которую невозможно скрыть. И в конце, среди шума теорий, мнений и бесконечных споров, остается только одно, что невозможно подделать – чувство. Не стратегия, не трюк, не фан-сервис. Просто два молодых человека, которые, не говоря ни слова, передали все своими взглядами, молчанием и утешением, которое приходит только тогда, когда любовь больше не нужно скрывать. Тэхён и Чингук, возможно, никогда ничего не подтверждали открыто, но, возможно, они и никогда ничего по-настоящему не скрывали. Потому что для них любовь не нужно провозглашать, ее нужно просто прожить. И для тех из нас, кто смотрит, наша задача – не навязывать историю или претендовать на авторство. Наша задача – ценить их редкую честность и поддерживать их мужество оставаться верными себе, даже находясь в центре внимания. Потому что в мире, полном лжи, Тэкук – одна из немногих истин, которая сияет так ясно. И, возможно, именно поэтому наши сердца никогда не смогут отпустить их.